Любой современный диктатор с детства знает, что если он надумает напасть на страну-члена НАТО, ему конец, причем чуть быстрее, чем сразу. Дескать, сработает легендарная 5-я статья, и вся машина западной военной мощи, от авианосцев до спецназа, обрушится на агрессора с яростью ракетного апокалипсиса. Один выстрел, и через 5 минут над тобой уже кружит 3 эскадрильи. В небе музыка Ганса Циммера, а где-то в Польше срочно подогревают леопарды. Но вот незадача. За все существование Альянса эта 5-я статья сработала ровно 1 раз. И то после теракта. А не потому, что на кого-то напали танки. При этом, если копнуть глубже, окажется, что НАТО — это вовсе не армия. Это клуб. Клуб, в котором каждое решение принимается консенсусом, и где вместо кнопки «Мочим всех» многостраничный устав и 49 оговорок. Так, где правда, а где маркетинг? Это все-таки мощнейший военный союз, готовый вступиться за своих в любую секунду. Или бюрократический монстр, у которого ракеты в ангаре, а яйца в сейфе. Давайте разберем по пунктам, без истерик, но и без розовых очков. Ты на канале «Утилизатор реальности». Здесь мы разбираем красивые мифы, препарируем святые коровки и выносим хлам из коллективного бессознательного. Без пафоса, но с хирургической точностью. Продолжаем. Итак, чтобы понять, с чем мы имеем дело, надо откатиться на полвека назад. Туда, где все начиналось. 1949 год. Европа в руинах. США на хайпе. СССР с амбициями. На фоне всего этого западные демократии решают, надо бы нам с вами что-то решать, пока этот усатый старый хер не решил вдруг снова освободить еще кого-нибудь. Собственно, так и появился на свет Североатлантический альянс. По сути, военная страховка от советской агрессии, оформленная красивой фразой «один за всех и все за одного». Но, как и с любой страховкой, пока ты ее не используешь, она выглядит солидно и надежно. Но вот когда происходит страховой случай, внезапно всплывают мелкие шрифты, формулировки по типу «в разумные сроки» и фразы «мы вас однозначно поддержим только морально». НАТО создавался как противовес Советскому Союзу. И на бумаге это был просто эталон коллективной обороны. Только вот с самого начала в нем была заложена одна особенность. Там не было и нет никаких четких обязательств. Только совещания, консультации и меры по усмотрению сторон. А этим, сами понимаете, можно заниматься настолько долго, насколько это нужно. Это, кстати, одна из причин, почему НАТО до сих пор существует. Потому что его можно интерпретировать как угодно. Нужно кого-то защитить? Пожалуйста. Нужно сделать вид, что ты защитил? Тоже пожалуйста. А если вообще ничего не хочется делать, можно просто выразить обеспокоенность, послать гуманитарку и сказать, что это был стратегический ход. Со временем к Альянсу начали присоединяться бывшие страны Варшавского договора. И вот тут-то у некоторых началась легкая паника. «Погодите, вы же теперь должны нас защищать, если что». Ага, должны, но не обязаны. Вот она, священная мантра всех натофилов. 5-я статья. Главная кнопка безопасности на планете. Нажал, и все побежали воевать за тебя. Правда? Ну, почти. Точнее, совсем неправда. Откроем текст. Там черным по белому написано: вооруженное нападение на одного или нескольких участников будет рассматриваться как нападение на всех, и каждая из сторон предпримет действия, которые сочтет необходимыми, включая использование вооруженной силы. Ключевая фраза «сочтет необходимыми». То есть, если завтра, скажем, какой-то мохнатый танк заедет на территорию Латвии, никто не обязан бросаться под него с флагом НАТО наперевес. Америка может отправить парочку F-35. Германия – гуманитарный конвой с носками и одеялами. А Франция вообще может сказать: мы экстренно собираем консультационную группу и уже через несколько месяцев сообщим вам о результатах. Мы за вас. Короче, никаких автоматических ударов всеми странами Альянса. Никакой гарантированной мобилизации. Каждая страна решает сама, помогает она, не помогает, и если помогает, то чем именно. Да хоть добрым словом и партией саперных лопаток. Но и это еще не все. В НАТО нет президента, который может постучать кулаком и крикнуть «в бой». Все решения принимает Североатлантический совет. Такой себе дипломатический кружок, где сидят представители всех стран-членов. А решения там должны приниматься только единогласно. Если хоть одна страна скажет «я пас», то все сидят дальше на жопе ровно. Даже если бомбят столицу союзника. Как ты думаешь, сколько раз за всю историю существования НАТО применялась эта самая 5-я статья? Один раз.
после терактов 11 сентября, когда Америка сама попросила. И даже тогда все закончилось в основном декларациями и миссией в Афганистане, которую через 20 лет все же слили. Так что давайте честно, 5-я статья – это не кнопка, это бюрократический чек-лист. Это как пожарная сигнализация, которая сначала спрашивает у соседей, не против ли они, если вы вызовете МЧС. Теперь давайте посмотрим, как этот грозный альянс, вооруженный до зубов, воюет на практике. За последние 30 лет НАТО участвовало во множестве конфликтов. Ну, как участвовала? Скорее наблюдала с воздуха, подкидывала пару ракет и писала отчеты. Югославия, 1999 год. Бомбардировки Сербии, массированный налет, сотни самолетов разнесли инфраструктуру в хлам. А у Сербии что было? Обновленная армия, современная авиация. Ни хера у них не было. Там, прости господи, техника еще с времен социализма. Сопротивления почти не было. Зато пафоса. На весь альянс. Идеальный противник. Слабый, бедный, никому не нужный. Афганистан. С 2001 по 2021 год. Обратите, пожалуйста, внимание, 20 лет. Война с пастухами и бородачами на мотоциклах. Сверхдержава и ее союзники по итогу слились под крики «Все, пора домой». Итог. Талибы вернулись быстрее, чем вывозили дипломатов из Кабула. Вот такая многонациональная операция. Ирак, 2003 год. Сложная история, но НАТО тоже отметилось. Основной удар – США, но союзники подмахнули, помогли чем могли. А потом сели на чемоданы и смотрели, как все катится в сторону. Вот опять. Страна в хаосе, терроризм расползся, зато галочку поставили. Ливия, 2011 год. Защитить мирных жителей. Под этим соусом НАТО снесло Каддафи. Опять же, с воздуха, с безопасного расстояния. На земле никто не дрался. Зато после их ухода началась такая резня, что все, что было до их вмешательства, показалось чуть ли не мирной жизнью. Сирия. Тут все еще проще. НАТО – это в лучшем случае коалиция наблюдателей и консультантов. Даже когда Россия влезла, никто особенно не дернулся. Понятное дело, ну его нафиг. Вдруг потом объяснять придется. Общий итог. Когда у противника нет ПВО, нет армии, нет нормального командования. НАТО работает на ура. Когда есть хоть какой-то риск, начинаются консультации, совещания, встречи, обсуждения, совещания, подписания. Возможно, даже какая-то помощь, но без фанатизма. Проще говоря, альянс умеет воевать и делает это отважно и героично. Примерно как старый пьяный дед. С мелкими пацанами, которые играли в футбол у подъезда и мечом попали ему по машине. Ну, сами понимаете. Окей, скажешь ты. Ну ладно, может НАТО и не бросается сразу в бой, зато у них техника и подготовка, как у марсиан. А вот тут начинается интересное. Да, у Альянса действительно мощнейшие военные бюджеты. Только вот проблема. Мощные бюджеты не всегда значит мощная армия. Боеприпасы. Уже 4-й год войны в Украине, а складов у Европы маловато, как выяснилось. США выскребают из себя все, что можно. Европа спотыкается о собственную бюрократию. Даже простые 155 мм снаряды в дефиците. А на полях сражений снаряд – это не опция, это кислород. Численность. После Холодной войны армии порезали. Считалось, какие войны? 21 век же. Ну и порезали. Сейчас в той же Германии пытаются на коленке собрать дополнительные дивизии. Не для вторжения, для обороны. А укомплектовать их – это уже челлендж. То добровольцев нет, то техника устарела, то танки еще на ремонте, с прошлых учений. Деньги? Америка-то, да, тратит почти триллион в год. А вот Германия, Франция, Италия куда скромнее, хоть сейчас мы видим тенденцию к наращиванию. Но тенденция – это не наращивание. Уровень вложений не соответствует риторике. Кто громче всех говорит о защите, чаще всего рассчитывает, что американцы же приедут. Организация. Здесь все еще веселей. Чтобы провести крупную операцию, нужно согласовать миллионы нюансов между десятками стран, от логистики до радиочастот. НАТО может все, в теории, если успеет договориться до начала атаки. А договариваются они, как мы знаем, не особо-то быстро. Вывод: у Альянса действительно огромный потенциал. Но это как у старого Мерседеса в гараже. Да, может ехать, только аккумулятор сел, колеса спущены, давно масло не менял, да и ключи где-то у соседа оставил. Если ты думаешь, что НАТО – это такая единая армия с единым командованием, в которой кто-то один принимает решения, и все бегут выполнять – нет, это не армия. Это международный комитет с военным уклоном. И управляется он по классике жанра – через консенсус. Каждое серьезное решение должно быть одобрено всеми странами, а их
больше 30. То есть, условно говоря, когда Польша уже выкатила танки, Венгрия может почесать репу и сказать: «А мы пока не уверены, у нас выборы, давайте чуть попозже». И все, стоп-машина. В Североатлантическом совете никто не голосует большинством, или все «за», или уже никто никуда не спешит. Вот почему НАТО — это не молот, это совещание с кофе-брейками. Хочешь пример? Март 2024 года. Дональд Трамп еще не вернулся в Белый дом, но уже пообещал: если члены Альянса не будут платить по счетам, Америка не будет их защищать. Сказал прямым текстом: если не будете платить 2% от ВВП, не обижайтесь, если вас не спасут. И это не пьяная болтовня. Это официальная позиция одного из крупнейших игроков Альянса, после чего многие страны начали срочно считать бюджеты, закупать танки и просить Вашингтон не злиться. То есть даже внутри НАТО нет уверенности, что США вообще впишется, если начнется реальный замес. Плюс национальные парламенты. Война — это не просто решение министров, это внутренняя политика, общественное мнение, выборы, рейтинги. Попробуй проведи мобилизацию, когда твой электорат хочет ТикТок и налоговые льготы. Так что в случае настоящей войны НАТО будет действовать. Но не быстро, не синхронно. И не факт, что решительно. А теперь к реальности. В Европе идет полномасштабная, затяжная, высокоинтенсивная война. Тысячи единиц техники, миллионы мобилизованных, артиллерийские дуэли, танковые бои, ракеты, дроны, окопы, мины — это не конфликт. Это настоящая война. И в этой войне участвуют только две страны – Россия и Украина. НАТО нет. Хотя его границы начинаются буквально через дорогу. Что делает Альянс? Он помогает. Да, это правда. Причем часто эффективно. Страны НАТО поставляют Украине оружие, системы противовоздушной обороны, гаубицы, ракеты, дроны, танки и даже истребители. Обучают наших военных, делятся разведкой, создают фонды, программы, штабы, платформы, инструкторы, логистика, ремонтные базы. Все это работает. Но это все равно не участие в войне. Ни одного солдата под флагом НАТО на линии фронта. Никаких авиаударов по складам с танкалибрами. Никакого вмешательства, о котором мечтали наши самые наивные аналитики в 2022. Почему? Потому что НАТО боится. Боится эскалации, боится втягивания. Боится, что если реально влезть, придется воевать по-настоящему. А воевать по-настоящему – это совсем не то же самое, что высказать строгое осуждение и передать пару леопардов. Украина держится не потому, что НАТО воюет, а потому, что украинцы воюют своими руками, своей кровью, своими жизнями. Да, без помощи Альянса все было бы гораздо хуже, но сам факт, что помощь нужно так долго выбивать, это тоже часть картины. Так что пока в Брюсселе обсуждают, сколько еще поставить Брэдли, в Бахмуте, Авдеевке и на других участках фронта эту войну ведут те, кто не состоит ни в каком альянсе, но каждый день прикрывает своим телом европейскую границу. Теперь давайте сыграем в неприятную игру. А что если? Что будет, если Украина не выдержит? Если по какой-то причине Запад устанет, политика начнет сыпаться, боезапасы закончатся и Москва все же дожмет? Ответ простой и неприятный. Она не остановится. Об этом уже открыто говорят аналитики, в том числе на Западе. Потому что Россия сегодня – это не просто армия, это режим, которому нужна экспансия как кислород. И если его не остановить в Украине, он пойдет дальше. Потому что там Прибалтика, Польша, Румыния, Финляндия. А за ними как раз те самые страны НАТО, которым обещали защиту по 5-й статье. А готовы ли они? Вот главный вопрос. Потому что если сегодня Украина держит оборону, имея ограниченные ресурсы и нестабильную поддержку, то представьте, что будет, если война перекинется туда, где к ней вообще никто не готовился. В Варшаве, в Бухаресте, в Риге нет ни окопов, ни дронов, ни мобилизованной психики. Там есть кофе на вынос, велодорожки и уверенность, что, если что, НАТО защитит. А если НАТО не успеет? А если опять начнутся совещания, консультации, согласования, но бронетехника тем временем уже въезжает? НАТО — это, безусловно, мощный альянс. По потенциалу, по деньгам, по технике – самая мощная армия мира. Но только на бумаге. 5-я статья работает, если все согласны. И если никто не против. И если у кого-то нет обеда, выборов, бадуна или геополитической мигрени. Военная мощь есть, только использовали ее в основном против тех, кто не мог ответить. А с теми, кто реально может ответить, НАТО предпочитает высказать обеспокоенность и направить делегацию. Помощь Украине
есть, и она важная, но часто поздняя, дозированная и с оглядкой. И все это время без прямого участия. Так что миф о том, что НАТО автоматически защитит кого угодно в любую секунду, это и есть миф. Красивый, удобный, нужный. Но все же миф. И пока украинцы держат фронт не за деньги, а за выживание, НАТО стоит на краю сцены с фонариком и говорит: «Мы с вами, пацаны». А если завтра фронт рухнет, в Брюсселе загорится лампочка паника. И тогда поздно будет спрашивать: а почему мы не подготовились? А где Украина? Потому что когда строишь альянс, так будь готов тогда защищать его не только на словах. С вами был канал «Утилизатор реальности». Если было полезно, подпишись, чтобы не пропускать будущие видео, лайкни, ну и по возможности напиши свое мнение об этой милой бюрократической махине под названием НАТО. А если не было полезно или не понравилось, тем более напиши, чтобы мы знали, что не так делаем. Всем спасибо, что досмотрели до конца. Быть добру!